Добрый день, любители лоскутного шитья. С вами канал Мой Лоскут. Меня зовут Ирина. И сегодня я хочу показать вам один очень простой и доступный легкий блок, который состоит из двух блоков. Один называется шахматка, а другой треугольник в полквадрата. Как видите, вот такой большой блок, он состоит из двух блоков шахматки и треугольник в полквадрата. Как шить блок треугольник в полквадрата, мы уже снимали видео, где показали 4 метода, очень простых и доступных, как можно легко и просто шить вот такие блоки. Ссылочку мы оставим в описании под видео. А сейчас я хочу рассказать вам, как можно легко и просто сшить блок шахматка. Если у вас есть небольшие лоскутки, то их можно нарезать на квадраты, ну, со стороной, какая вам нравится. У меня сторона квадрата, моих квадратиков 5 сантиметров. Можно больше, можно меньше, ну, совсем маленькие будут. Вот. И раскладываем вот в таком порядке. Здесь светлые, здесь темные, и в центре темный квадрат. И сшиваем их по очереди вот таким образом, накладываем вот так вот. Прокладываем строчку, отступая 6 миллиметров. Затем пришиваем вот эти три. А затем полоски сшиваем друг с другом. 3 полосы. И у нас получается блок, который называется шахматка. Но есть еще один способ, с помощью которого можно быстро сшить блок шахматка. Для этого нам понадобятся полоски тканей. 3 светлых и 3 темных. И сшиваем их вот таким образом. В центре темная полоса, по краям светлая. Это первая и вторая, когда 2 темных по краям, а в центре 1 светлая. Сшиваем полоски тканей друг с другом. На изнанке швы, припуски, заглаживаем в сторону темной ткани. То есть вот на вот этой полосе у нас получается швы заглажены к центру. На второй полоске также швы заглаживаем в сторону темной ткани, и тогда они у нас получаются от центра. Теперь нам надо от каждой полосы нарезать полоски, равные 5 сантиметров в моем случае. И собираем наш блок шахматка сюда и сюда. Останется только сшить это с этим, а это с этим. И блок шахматка у нас будет готов. Теперь я покажу вам, как надо разгладить швы на изнаночной стороне. Вот сшили блок шахматка. Как видите, у нас здесь швы в середине к центру, по краям от центра. И теперь нам надо загладить вот эти два, которые мы только что сделали. Здесь вот шов мы будем раскрывать весь. Для этого нам немножечко надо подпороть. Вот здесь вот буквально 2 стежочка на в каждом уголке. Здесь вот чуть-чуть. И теперь мы должны их раскрыть вот здесь вот. Вот таким образом. И также поступаем со всеми остальными 3 швами. Вот что у нас должно получиться. Мы раскрываем вот эти швы для того, чтобы здесь не было утолщения очень большого. Когда будет стежка на покрывале, это будет, конечно, мешать. И в этих местах очень часто рвется иголка. Ой, нитка рвется, иголка может сломаться. Вот так вот. Вот покажу вот. И потом под утюг и разутюживаем эти швы. Это должно выглядеть вот так на изнанке. Блок шахматка очень интересный и простой. И если его чередовать, например, с другими блоками, то получается очень интересные варианты покрывал. Вот, например, если использовать блок шахматку и
Вот такой простой блок однотонной ткани, ну, допустим, светлой, можно даже и темной, и выкладывать чередуя шахматку и простой блок, шахматку, простой блок. И тут также. И тогда можете посмотреть, получится вот такой вот вариант покрывала. Можно использовать шахматку, но уже ее сшить не так, а поставить в виде ромба и вот такой вот блок из 3 полос, где в центре будет темная полоса. И пришивать вот таким образом, а на следующей линии эту полосу пришивать вот так. Теперь вернемся к блоку, который состоит из шахматки и блок-треугольник в полквадрата. Вот его можно выложить вот таким образом. А следующий блок выложить таким образом, чтобы повернуть в другую сторону. Ну, то есть вот так. В этом направлении будет полоска у вас. И их можно чередовать. Между этими блоками можно добавить полосу ткани вот светлого цвета, а сюда темный квадрат. И сюда, соответственно, то есть отделить блоки друг от друга светлой полосой. Очень красиво и эффектно будет смотреться все это дело в готовом изделии. Используя только вот такие простые блоки, можно составить очень много разных вариантов. И вот некоторые из них. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. А на этом я с вами прощаюсь. До свидания, до новых встреч!